Всем привет! Меня зовут Татьяна Мединцева, и вы на моем канале о вязании. Это продолжение мастер-класса по вязанию вот такого вот прекраснейшего дракона. И в этом видео я вам покажу, как связать ножки. Ручки мы с вами уже связали. Если кто-то пропустил, то ссылочку на первую часть этого мастер-класса я оставлю в описании под видео. Также в описании под видео вы найдете ссылочку на мой инстаграм, куда вы можете прислать фотографии своих прекраснейших работ по моим мастер-классам. Мне будет очень приятно посмотреть, что же у вас получается. И также в описании под видео найдете ссылочку на мой магазин Etsy. Это для тех, кому нужны мастер-классы в PDF формате. От вас я очень жду обратную связь. Напишите в комментариях под видео, вяжете вы со мной этого дракона или только собираетесь. И, конечно же, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И, конечно же, ставьте лайк. Хорошего вам прекрасного творческого настроения. И давайте начинать. Ножка у нас вот такая вот интересная, видите? Я думаю, что вам понравится. И вязать она такая необычная, с пяточкой. Ну, думаю, все всем будет понятно. Начинаем мы с вязания коготков. Они вяжутся точно так же, как и в ручке мы делали. Делаем сначала петельку, 2 воздушные петли и в первую набираем 6 столбиков без накида. Во втором ряду вяжем 6 столбиков без накида. Вязание выворачиваем. И хвостик прячем вовнутрь. Дальше идет третий ряд. Вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка. И так делаем 2 раза. В конце ряда у нас получится 8 столбиков без накида. И затем 4 и 5 ряд провяжем по 8 столбиков без накида в каждом ряду. Это я провязала. Теперь меняем цвет. Следующий ряд у нас 6. Нам нужно провязать 8 прибавок другим цветом. Поэтому мы просто заходим в следующую петельку, хватаем ниточку другого цвета, провязываем 1 столбик без накида. Здесь ниточки подтягиваем и завязываем узелком их между собой. Белую можно отрезать. Хвостики прячем вовнутрь. Туда я прям их проталкиваю. Самый низ нашего коготка. Так, как я уже и сказала, нам нужно провязать 8 прибавок. Вот мы 1 столбик без накида провязали. В эту же петельку провязываем 2 столбик без накида. Это у нас первая прибавка. Следующую петельку провязываем 2 столбика без накида, это 2 прибавка и так далее. Это я провязала. А дальше нам нужно с 7 по 11 ряд включительно провязать по 16 столбиков без накида в каждом ряду. Значит, 16 столбиков без накида в ряду. Вот вяжем без изменений с 7 по 11 ряд включительно. Это я провязала. Дальше идет 12 ряд. Будем вязать 2 столбика без накида, 1 убавка. И так делаем 4 раза, как раз до конца ряда. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас 13 ряд. Вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. 4 раза у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 8 столбиков без накида.
И можно добавлять наполнитель уже в пальчик. Это я провязала, наполнитель добавила. Дальше делаем соединительный столбик в следующую петельку. Ниточку обрезаем, тоже оставляем, как и в ручке у нас было, небольшой хвостик, потом там прошьем, чтобы не было дырочки. То есть вот такой вот один пальчик у нас готов. Второй мы вяжем точно так же, вот оставляем эти ниточки точно так же. А третий, как и в ручке, мы вяжем все то же самое, что только что провязали, но не делаем соединительный столбик в конце, ниточку не обрезаем, будем соединять вместе наши пальчики. Я довязываю третий пальчик. Как я и сказала, соединительный столбик не делаем, ниточку не обрезаем. Будем вязать дальше, соединять наши пальчики. Все будем повторять, как мы делали и в ручке. То есть берем следующий пальчик, заходим под соединительный столбик, ну или куда вам удобно, здесь не важно. Хорошенечко подтягиваем ниточки и провязываем сразу же столбик без накида. Ставим в этот первый столбик без накида маркер, чтобы себя проверить. И вяжем дальше. Нам нужно по этому пальчику вообще провязать 4 столбика без накида. Вот вяжем следующую петельку, второй столбик без накида, дальше третий и дальше четвертый. 4 столбика без накида по этому пальчику провязали. Берем следующий пальчик, по нему нам нужно провязать 8 столбиков без накида. Вот заходим, берем нашу рабочую ниточку и провязываем первый столбик без накида. Следующую петельку вяжем второй, дальше третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Провязали. Переходим на следующий пальчик. По нему вяжем 4 столбика без накида. Ну, только не в одну и ту же петельку мы заходим, а в следующую, которая у нас не провязана. Вяжем 1, дальше 2, 3, 4. Провязали по этому пальчику и переходим на следующий пальчик, по нему провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Видим, что мы как раз дошли до нашего маркера, значит, все правильно. Теперь у нас в ряду 24 столбика без накида. Следующий ряд 15 идет. Мы будем вязать 2 столбика без накида, 1 прибавка. И так сделаем 8 раз, как раз до конца ряда. В конце ряда у нас получится 32 столбика без накида. То есть целый ряд мы вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка. Я поставлю маркер снова в первый столбик без накида и вяжу дальше. Это я закончила вязать. Маркер уберу. Крючок тоже. Теперь нам нужно, как и в ручке мы делали, прошить вот эти вот дырочки, чтобы у нас их не было видно, с помощью вот этих вот хвостиков, что мы оставляли. Просто вставляем в иголочку и прошиваем так же само, как мы делали в ручке. Так, смотрите, что в итоге получилось. Дырочки все я тут прошила. Вот такая вот красота. И дальше нам нужно провязать
3 ряда, 16, 17 и 18, по 32 столбика без накида в каждом ряду. Это я провязала. Дальше у нас идет 19 ряд. Вяжем 12 столбиков без накида в начале ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Отсюда набираем 14 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Теперь нам нужно пропустить здесь 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Видите, прям вот так вот идем крючком и считаем их. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Заходим в 15 и начинаем отсюда вязать. Нам нужно до конца ряда провязать 6 столбиков без накида. Ниточки подтягиваем и вяжем. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видите, у вас как раз должен закончиться ряд. Тогда все правильно. Покажу, что получилось. Вот здесь вот у нас получилась такая вот штучка. Это мы сделали для того, чтобы потом отсюда вывязывать пяточку. Вы сразу не пугайтесь, я все вам хорошо объясню, у вас все получится. Дальше идет 20 ряд. 20 ряд тоже вяжем в начале 12 столбиков без накида. Можно перенести маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дошли до воздушных петель. 14 воздушных петель мы вязали. В этом ряду нам нужно провязать по воздушным петлям 14 столбиков без накида. Тоже не пропускайте. Вяжем 14 столбиков без накида по 14 воздушным петлям. 2, 3, 4, 5. Заходим в каждую петельку. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Вот мы провязали. И теперь до конца ряда надо провязать 6 столбиков без накида. Вот здесь вот аккуратно, не пропустите этот первый столбик из 6, так сказать. Если вы сомневаетесь, то лучше с конца отсчитайте вот это вот 6, 5, 4, 3, 2, 1. То есть вот он аж где, видите? Вот этот первый столбик многие из вас могут пропустить. Чтобы не пропустить, лучше посчитайте с конца. Вот 1 мы идем, 2, 3, 4, 5, 6. Видите, ряд у нас закончился, все четенько. Снова вытяну
ниточку, покажу, что мы имеем. Здесь вот так вот выглядит, а здесь вот так, видите, провязали воздушные петелечки. Такая вот красота уже получается. Так, пока на этом этапе эту часть мы оставляем, сейчас переходим на вязание пяточки. Для этого возьмем еще один моточек пряжи, чтобы присоединить ниточку сюда, и будем вывязывать. Так, смотрите, это получается у нас первый ряд пяточки. То есть тут мы ряды будем считать в пятке отдельно. От нашего вязания нам нужно сначала присоединить ниточку. Мы заходим в уголок. Вот здесь у нас воздушные петли. Это у нас нижняя часть стопы. Мы заходим в уголок, в ту петельку, где мы уже вязали. Видите, это у нас же было, мы тут провязывали 12 столбиков без накида. Вот мы заходим в уголочек, ниточку сюда протягиваем. Здесь пусть хвостик остается, потом мы его закрепим. И вот начинаем. Нам сейчас нужно провязать 14 столбиков без накида по подошве, которые мы пропускали. Да? 14 столбиков без накида по подошве нужно провязать, 14 столбиков без накида по воздушным петлям и по одному столбику без накида мы провяжем в уголках. Итого у нас получится 14 плюс 14 и плюс 2, 30 столбиков без накида в ряду. Вот мы присоединились, заходим сразу в следующую петельку, провязываем первый столбик без накида. И таких, как я сказала, нам нужно 14 провязать по подошве. Вот и вяжем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Видите, где мы должны оказаться? Здесь в уголок мы провязываем еще один столбик без накида. Теперь переходим на воздушные петли. По воздушным петлям нам тоже нужно провязать 14 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Воздушных петель провязали и один столбик без накида довязываем в уголок. Вот видите, у нас это первый столбик без накида, это вот этот вот последний. То есть вот так вот мы провязали. Теперь нам еще 2 ряда, второй и третий, нужно провязать по 30 столбиков без накида в каждом ряду. Вот мы сразу заходим в следующую петельку. Делаем столбик без накида и помечаем его новым маркером. Сейчас надо пересчитать полностью все петельки, чтобы у вас точно было 30. Если вы все правильно связали, у вас так и будет. Если вдруг вы придете, у вас там будет 29 петелек, то сделайте просто, я не советую вам распускать, искать, что вы там где потеряли, просто сделайте прибавочку в конце ряда, и ничего заметно не будет. Это вязание, не нужно там прям сильно расстраиваться, если что-то пошло не так. Сделали прибавочку, все, у вас уже 30 столбиков без накида. Или наоборот, если вы пришли к концу ряда, вот сейчас будете вязать, и у вас оказалось 31 там или 32 петельки, сделайте в конце ряда пару убавочек, просто выйдите на эти 30 столбиков без накида. Не распускайте, не ищите
где вы там что провязали неправильно. Просто сделайте убавочку или прибавочку. Может такое случиться, я знаю, особенно те, которые начинают, те, которые вяжут недавно, начинающие, так сказать, у них такое может произойти. Не парьтесь, просто сделайте убавочку или прибавочку, выйдите на эти 30 столбиков без накида, и уже потом третий ряд у вас тоже 30 столбиков без накида будет, и дальше все по схеме пойдете. Ну, а если вы все сделали правильно, то у вас и так будет 30 столбиков без накида. Вот вяжем самостоятельно эти 2 ряда. Так, эти 2 ряда я провязала по 30 столбиков без накида. Видите, вот такая вот красота получилась. Мы дальше продолжаем вязать пятку. Эту часть пока не трогаем, вяжем пяточку. Следующий ряд у нас 4 в пятке. Нам нужно провязать 3 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда будем вязать. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 24 столбика без накида. И затем 5-й ряд просто провяжем 24 столбика без накида. Так, эти 2 ряда я провязала. Дальше идет 6-й ряд в пяточке. Вяжем 2 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. Это я провязала. Следующий ряд 7, вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 12 столбиков без накида. Это я провязала. Следующий ряд 8, делаем 6 убавок. Делаем 6 убавок. Это мы уже заканчиваем вязать пяточку. 1 убавка. Так, вот 2. 3. 4. 4. 5 и последняя убавочка 6. Маркер тот, который для пяточки, можно убрать. Сейчас мы, видите, еще небольшое отверстие есть. Я предлагаю сюда добавить наполнитель, и потом мы просто стянем это колечко. А наполнитель добавим, чтобы мы понимали, как нам его стянуть. Тут вот сформируем стопу нашу, пальчики добавляем. Так, смотрите. Немножко наполнителя добавили. Я хочу здесь отрезать ниточку. Оставлю небольшой хвостик. Здесь мы вытянем эту ниточку. Вот таким вот образом. А теперь нам нужно, как мы обычно это делаем, заходим с одной стороны, сначала ниточку эту тянем. В следующую петельку мы заходим с другой стороны, ее тянем. Снова заходим с одной стороны, тянем в следующую петельку с другой стороны. Нам так нужно протянуть по кругу полностью эту ниточку, чтобы потом затянуть колечко. То есть, видите, я попротягивала, хорошенько стянула, все, дырочка ушла. Теперь я захожу, просто хватаю эту ниточку, где-то здесь, видите, подтягиваю все
И здесь я могу завязать узелок. Уже хорошенечко тоже заходим в любую петельку. Тут у меня уже Hollow Fiber. Так, хватаем эту ниточку и завязываем узелок. Все, теперь она у нас никуда не денется. И здесь у нас все четко, видите? Красота. Эту ниточку мы спрячем внутри. Пяточку мы связали. Все. Теперь будем продолжать вязать. Уже наш вот основное идет вязание. Дальше вот эту вот часть ножки уже будем вязать. То есть вот сейчас мы связали пяточку, сформировали, видите? И теперь отсюда будем вывязывать дальше ножку. Здесь мы закончили на 20 ряду. Дальше у нас идет 21 ряд. 21 ряд нам просто нужно провязать 32 столбика без накида. То есть просто вяжем в каждую петельку по столбику без накида, целый ряд. Этот ряд я провязала. Дальше у нас идет 22 ряд. Будем вязать 2 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. 8 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 24 столбика без накида. И затем 2 ряда, 23 и 24, нужно будет провязать по 24 столбика без накида в каждом ряду. Так, это я провязала. Видите, какая красота уже получается. Добавляем наполнитель. Хорошенечко туда в пяточку, чтобы у нас все было красиво. Так, вот наполнитель я добавила. Видите, какая сразу красота получается. Наша пяточка. Вяжем дальше. Следующий ряд. Кстати, по поводу наполнителя в стопу достаточно так плотненько добавляем наполнитель, чтобы жена у нас стояла вот так вот хорошо. Следующий ряд 25, вяжем 4 убавки в начале ряда. Заходим сразу в первую и во вторую петельку, делаем убавочку. Дальше делаем вторую убавку. Третью. И четвертую убавочку мы сделали таким вот образом. Сделали 4 убавочки. И теперь вяжем 16 столбиков без накида до конца ряда. Всего у нас в ряду получится 20 столбиков без накида. И потом еще 2 ряда, 26 и 27, провяжем по 20 столбиков без накида в каждом ряду. Это я провязала. Вот такая вот красота получается. Дальше у нас идет 28 ряд. Вяжем 5 прибавок в начале ряда. Это одна прибавка. Это вторая. Третья. Четвертая. И пятая. 5 прибавок в начале ряда мы сделали. И теперь вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Вот видите, мы где-то посерединке нашей пяточки. Делаем одну убавку. И 7 столбиков без накида довязываем до конца ряда. Провязали. Видите? Вот так вот сейчас должно получиться. У нас теперь в ряду 24 столбика без накида. И следующие два ряда, 29 и 30, просто провязываем по 24 столбика без накида в каждом ряду. Это я провязала. Вот так вот сейчас выглядит вязание. Следующий ряд у нас 31. Вяжем в начале ряда 1 столбик без накида, 1 прибавка. И так делаем 5 раз. Вяжем 1 столбик без накида. В следующую петельку делаем прибавку, это 1 раз. Дальше столбик без накида, прибавка, это 2 раз. Столбик без накида, прибавка, это 3 раз. Столбик без накида, прибавка, 4 раз. И столбик без накида, прибавка, 5 раз. Теперь делаем 2 столбика без накида. 5 убавок подряд. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 столбика без накида довязываем до конца ряда. Вот этот ряд мы провязали. У нас все так же в ряду 24 столбика без накида. И теперь нам нужно с 32 по 37 ряд включительно провязать по 24 столбика без накида в каждом ряду. Красота какая получается, да? Так, смотрите, это я провязала. Видите, какая красота получается. Добавляем наполнитель. Так, смотрите, наполнитель я добавила. Видите, какая красота получается. Эти изгибы. Вот это вот все, прям я в восторге. И, что немаловажно, все просто, легко, как и всегда в моих мастер-классах. Дальше у нас идет 38 ряд. Вяжем 1 столбик без накида, 1 убавка. И так делаем 5 раз. Видите, у нас вязание все время смещается. То начало ряда здесь, то начало ряда здесь. Это вот именно из-за этих убавок-прибавок, которые мы делаем. Все так и задумано. Просто вяжите вместе со мной, и у вас все получится. Вот 1 столбик без накида. Дальше вяжем убавку. Это 1 раз. Столбик без накида. Убавка. 2 раз. Столбик без накида. Убавка. 3 раз. Столбик без накида. Убавка. 4 раз. И столбик без накида. Убавка. 5 раз. Теперь вяжем 2 столбика без накида.
Смотрите. Вот таким образом уже провязали. Теперь вяжем по задней части ноги 5 прибавок подряд. По 2 столбика без накида в одну петельку вяжем. Это одну прибавку мы сделали, вторую, третью, четвертую и пятую. И 2 столбика без накида довязываем до конца ряда. Видите? Все четко, ряд у нас закончился, все прекрасно. Вот такая вот красота у нас вывязалась. Теперь нам нужно один ряд, 39, провязать 24 столбика без накида. То есть количество петель у нас в ряду не изменилось. Вяжем 24 столбика без накидов в этом вот ряду. Этот ряд я провязала. Дальше у нас идет 40-й ряд. Делаем 5 убавок в начале ряда. Перенесите маркер, вот сделайте сейчас первую убавочку и переносим маркер. Вяжем дальше. Это вторая убавка, третья, четвертая и пятая. Дальше вяжем 2 столбика без накида, 1, 2. 2 столбика без накида провязали. И теперь вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, и так делаем 5 раз. 1 столбик без накида, прибавка, это 1 раз. Столбик без накида, прибавка, 2 раз. Столбик без накида, прибавка, 3 раз. Столбик без накида, прибавка, 4 раз. Столбик без накида, прибавка, 5 раз. И 2 столбика без накида довязываем до конца ряда. Покажу вам, что мы вывязали. Смотрите. Вот такая вот красота у нас вывязывается. Следующий ряд 41. Нам нужно будет вязать 2 столбика без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 8 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 32 столбика без накида. Смотрите, это я провязала. Дальше у нас идет 42 ряд. Вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка. И так до конца ряда. 8 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 40 столбиков без накида. И затем 2 ряда, 43 и 44, нужно будет провязать по 40 столбиков без накида в каждом ряду. И добавляйте наполнитель по мере вязания. Так, это я довязала. Такая красота уже получается. Прям сразу улыбка на лице. От чувства, типа, это я связала? Серьезно? А еще больше, это я придумала? Не, правда, очень круто. Так, дальше у нас идет 45 ряд. Нужно провязать 8 столбиков без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. 4 раза у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 36 столбиков без накида.
И затем 46 ряд просто провяжем 36 столбиков без накида. Так, смотрите, это я провязала, наполнитель добавила. Вот такая вот красота получается. Дальше у нас идет 47 ряд, вяжем 7 столбиков без накида, 1 убавка, и так до конца ряда. 4 раза у нас получится так сделать, и в конце ряда будет 32 столбика без накида. И затем следующий ряд, 48, провяжем 32 столбика без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 49 ряд. Вяжем 6 столбиков без накида, 1 убавка. И так до конца ряда 4 раза у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 28 столбиков без накида. Это я провязала. Дальше у нас идет 50 ряд. Вяжем 5 столбиков без накида, 1 убавка. И так делаем до конца ряда. 4 раза у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 24 столбика без накида. Этот ряд я провязала. Теперь вставим сустав. Сустав будем вставлять между 46 и 47 рядом. Как быстро найти это место? Вот мы делали в 42 ряду 3 столбика без накида, 1 прибавка. Целый ряд у нас так был. Вот находим. Очень хорошо видно эти прибавочки. Видите, вот прибавочка, потом вот прибавочка 1, 2, 3. Прибавочка 1, 2, 3. Прибавочка 1, 2, 3. То есть понимаем, что это у нас 42 ряд. Считаем дальше 43, 44, 45, 46 и 47. Значит, где-то здесь, вот между 46 и 47 рядом, поставили вот так вот крючок. Проверили еще раз, что это у нас был 42 ряд, 43, 44, 45, 46, 47. Все четко. И теперь ищем место, куда нам вставить сустав. Именно в какую петельку. Подальше, поближе. То есть смотрите, примерно вот так вот берете игрушку, понимаете, что должно быть как-то так. Поэтому вот сюда или сюда мы вставим сустав. Вот таким образом примерно у нас будет, да? Этой же ножке во второй мы должны будем вставить сустав с другой стороны, чтобы у нас же была левая и правая нога. То есть за этим моментом следите, чтобы у вас не было 2 левых или 2 правых, как там получится. То есть с одной стороны, с другой стороны вставляем. Тоже между 46 и 47 рядом. Дальше у нас идет 51 ряд. Будем вязать 2 столбика без накида, 1 убавка. И так до конца ряда. 6 раз у нас получится так сделать. И в конце ряда будет 18 столбиков без накида. Этот ряд я провязала. Сейчас добавлю наполнитель. И следующий ряд, 52, мы будем делать 9 убавок. У нас сейчас 18 столбиков без накида в ряду. Вот мы сделаем 9 убавок в следующем ряду. Смотрите, 9 убавок я сделала. Теперь нам нужно обрезать ниточку. Я добавила наполнитель. Сейчас уже будем закрывать это колечко. Вот, вытянули ниточку нашу. Еще можно закрыть колечко с помощью иголочки. Крючком я вам уже показала в этом мастер-классе, как мы это делаем, да? Помним, заходим сначала с одной стороны в петельку, в следующую петельку с другой стороны, потом снова с этой стороны, потом снова с этой. Так чередуем. Можно еще с помощью иголочки сделать. То есть вот мы зашли вот так вот в петельку, таким образом вытянули ниточку. Тут снова вот так вот делаем.
вытянули ниточку. Таким образом будем протягивать петелечки. Видите, просто иголочкой даже легче. Вот, ну и что у меня тут не так? Оно зацепилось за сустав. Так. Все протягиваем до конца. Протянули, хорошенько затянули. Видите? И так. Вытянулась ниточка. И просто сейчас нужно будет где-то завязать узелок. Оп. Здесь все разровняем. Так, если что-то не нравится, здесь можно пойти еще этой ниточкой подправить. Вот и видите, снова сюда зашла. Просто чтобы убрать ту какую-то петельку, может, я ее не захватила. Таким образом мы затянули. Здесь завяжем узелок и ниточку спрячем вовнутрь. И вот такая вот красота у нас получается. Посмотрите просто на эту ножку. Мне очень нравится. Вторую, как я уже и сказала, вяжем точно так же, только сустав вставляем с другой стороны. И 2 ножки будет готово. 2 ножки и 2 ручки.